Всем привет, меня зовут Эдуард Кичигин, и сейчас покажу немножко про скетчинг. Когда в один из дней 12 мая, 12 мая сегодня тема этого подкаста, я уезжал из Италии, вернее готовился к отъезду, я собрал все рисунки, которые, все большие, на большом формате рисунки, который я сделал там, не помню за сколько. Но, в общем, месяца 3, наверное, я там был. И не очень, видимо, активно рисовал. Но кучка получилась приличная. Поэтому сейчас покажу, смотрите. И я думал, как посимпатичнее расположить это все на террасе. Ну, короче, разложил вот столько. И сейчас посмотрю поближе. Вот мой какой-то скетчбук посередине валяется. Там еще в другом скетчбуке нарисованы домики. А тут прикидки вот этой Лапорта Пезера. Видели наверняка у меня, если смотрите мой инстаграм или тикток. Это начало для того, чтобы рисовать. Не помню что. О, это контуры стрелки Васильевского острова. Узнаете же, да? Кто в Питере живет. Вот. Там почему-то рисовал это в Италии. Наверное, от ностальгии. Вот башня одна из Полоний. Это арка Аугуста в Фано. Это моя кружка кофе. Это в Губио домик, вот как раз Мокка. Мокка даже с кофе стоит там. Смотрите. Для большей натуральности фотографии я, наверное, вытащил мокку с кофе из дома и потом там попил кофе и печеньки поел, наверное. Такое развлечение. Смотреть на пейзаж. Ну, там потрясающий пейзаж открывается с террасы, со студии. И есть такой эффект, как натуральный итальянский эффект, когда кулисность пейзажа. И одна гора, потом немножко тумана, вторая холм, там еще немножко тумана, потом еще гора и еще гора. И вот так вот огромная перспектива. И совершенно потрясающая итальянская перспектива. И там очень хорошо сидеть, пить кофе. Прям огонь. Вот вернемся. О, некоторых уже картинок у меня нету. Я их или раздарил, или не помню что. Но вот этой вот посередине сейчас экрана это Губио. Да, Губио, перспектива и итальянский текст о Губио. Вот здесь наверху тоже Губио. И вот здесь амфитеатр тоже Губио. Это потрясающий маленький город. Кому интересно, загуглите. Там супер красиво. Сначала я пришел, не помню, не помню. Забыл. Куда сначала пришел? По-моему, сначала вот наверх, потом спустился сюда вниз, потом пошел в амфитеатр. Как-то так все происходило. Это потрясные были впечатления. Я там один день, наверное, протусовался. И это просто прям восторг. Очень много маленьких итальянских городов, и они потрясающе красивые. Ты приезжаешь, и каждый раз новая архитектура, новые впечатления. Об этом говорить бесполезно. Нужно подождать, пока вот кончится вся эта история с границами, и уже ехать, уже пробовать. То есть на Милане свет клином не сошелся. И даже на Венеции, и даже на Риме. А, Совершенно потрясающая история маленьких итальянских городов. Это невообразимо красиво. И вот еще один скетчбук. Я там делаю какие-то пейзажные зарисовки. Не знаю почему и что это. Но вот смотрите на тот момент мой набор инструментов. Вот он тут раскидан, кстати, и показан. О, это интересно. Потому что я этими инструментами пытался прикрыть мои эти рисунки. Вот, например, посередине лежит такая штучка. Это баночка туши Кохинор, и она вставлена в масленку. А позади масленки прищепка. И этой прищепкой можно к скетчбуку монстрячить эту масленку. Тут китайская тушь. Я ее вылил, она очень плохая. Это чернила Паркер классные. Вот здесь это мой аквабраш, мой обычный, который я использую, японский пентал.
потом эти кисточка, не помню какая, но, в общем, неважно, почти кисточка, не работаю такими. Потом перо, потом Art Pen, по-моему, если ничего не путаю. Но не очень хорошая штука. Вот дальше идет уже перо интересней, но не звездочка. Манускрипт, не помню. Сбоку от скетчбука лежит явно плохое перо. Вот там, ну, оно просто прям, это ерунда. Не нужно его использовать. Выше оранжевый — это параллель пен. Он нормальный, он хороший, я должен купить себе на замену моего существующего. У меня сейчас вот такой параллель пен, и он для меня слишком широкий. Смотрите, тын-тын, 3,8. Да, 3,8. Вот. И он слишком широкий. А идеальный вот тот оранжевый. И идеально я сломал. Конечно, ну потому что его использую. А вот этот, он для меня слишком широкий. И я жду, пока он сломается окончательно. Он уже начал. Уже все идет процесс. И потом я его сменю на вот этот вот. Точно такой же оранжевый. Он классный. И вот идем дальше. Там у меня держалка такая для карандаша. Если карандаш сильно стачивается, то его можно засунуть в такую держалку и можно использовать дальше. Им я рисовал вот это вот театра Лапорта Агуста. И вверху то еще один аквабраш. Лайфхак. Я в этих аквабрашах возил чернила. Зачем я это делал? Ну, это другой вопрос. И снова чернилки Кохинор. И тут чернилки Кохинор. Тут кружка для кофе. Вот. Это кофе, видимо, пил после того, как нарисовал. Ой, вернее, сфотографировал это все. И тут еще с центра Пезера, не помню, какой-то собор на маленькой подставке. И все это вместе выглядит вот таким образом, примерно. Я пытался дать себе отчет, сколько у меня хватило времени, ну, и сил нарисовать. Я не помню, сколько я тогда был в Италии. Ну, в общем, я старался каждое воскресенье куда-то идти и где-то делать какой-то набросок. Ну, вот теоретически вот такая вводная, типа, иди каждое воскресенье рисуй куда-то. Ну, а практически сколько получилось, столько получилось. И вот тут еще можно заметить, как я пытался учить итальянский язык. То есть я брал вот это вот, шел на площадь Фана, рисовал скетч по Фана и писал тексты про Фана на итальянском. И вот здесь тексты на итальянском, тут про Болонью тексты на итальянском, здесь про Губбио тоже тексты на итальянском. Много-много-много итальянского языка. Это попытки сдвинуть с места одновременно. О, это Навилара, потрясная маленькая деревня, к слову, о малых городах. Вот огромное количество практики итальянского языка и скетчинга. Вот такая забавная штука, думаю, будет интересно. Это вот те чернила, которые нашел в студии в итальянской. Когда у меня начали заканчиваться чернила, вот таких была пара бокальчиков, пара картриджей, кажется, и ими рисовал, и они классные. Такие странные симпатичные штуки, это Натали придумала мне роспись, и у нее круто получается сформулировать такие много смыслов, много контекста в одной простой графической форме. Она супер молодец. И это 12 мая 2017 года в Пезаро, в Италии, а 12 мая 2016 года немножко по-другому выглядело. Вот смотрите, есть погода хорошая, если есть настроение, если остались еще силы после вчерашней ударной работы, что я делаю? Вот. Я бегу на море, и это выход с дороги в студию, и выбегаешь сюда, и тут 50 метров вниз, ну, напрямую не пройдешь. Нужно бежать направо, и каждый раз, каждый день, каждый новый оттенок вот этого моря. Это удивительное дело. Каждый раз новый оттенок. Никогда не повторяется.
И сюда бежишь, сюда, потом на пляж, если есть силы, то купаешься. Ну, вон там не очень хорошая погода, по-моему, приходит, как я вижу. Поэтому я сижу в ресторанчике Маринелло и пью кофе. И там суперская бариста. Прям, да что ж такое, опять ошибаюсь. Вот, тут выбегаю, такое море и небо потрясное. Песара. И поэтому я иду и в Маринеллу. В Маринелле заказываю немножко кофе и сижу, может быть, делаю скетч. А может быть, сил остается только на то, чтобы делать фотку, как будто бы я делаю скетч. Не помню, какая была ситуация на то утро, но мог сидеть, пить кофе и немножко рисовать. Я постоянно себе вгоняю практику. То есть я побежал на море, зашел в Маринеллу, и там суперская бариста. Это прям... Я ходил, может быть, туда не столько из-за кофе, сколько из-за чудесной баристы. И можно посмотреть на мой набор инструментов. Это маркеры ProMarker. Ну, теперь я их не использую. Тоже сейчас давно не использовал, но можно попробовать, как они пришли в себя. И вот такая вот интересная штука. Это я видел в Италии, но теперь у нас продается вроде бы V7 High Touch Point 0.7. Вот классный, вот классный. Это то ли ручка, то ли вот не знаю что. Я когда первый раз попробовал, что-то в нем другое. Что-то другое. То не помню. Потому что мне их подарили 2 штуки, я тогда их не пробовал, и мне понравилось. Я практиковал ими до тех пор, пока они не кончились. А потом думал, куплю, а в России не нашел. И в итоге забыл. Блин, нужно снова попробовать, потому что я видел их в продаже. Ну и чуть-чуть сада в Италии. Можно выйти из студии и радостно насладиться. Вон, песик Стелла была. И еда, еда. Италия — это еда. Еда и вода. А в 2018 году в Петербурге в это время, в этот день я рисовал немножко другие штуки. Вот, например, тут у меня уже перо звездочка, вы видите, и чернилки Winsor & Newton Calligraphy Ink. Вот они дают суперское сочетание. У меня тут с техникой еще немножко есть. Много проблем, но я сижу. Видимо, в преддверии какого-нибудь Open рядом с растральными колоннами и рисую Адмиралтейство справа и Эрмитаж слева. Делаю попытки быстрого скетча, что получится. Ну, получается не очень, но я стараюсь. Обычно в Петербурге это время года, оно уже начинает перемежаться у меня с танцами, и как обычно танцы просто везде. И это немножко с тренировок видео. Мы перед тем, как идти на опены, немножко делаем упражнения, тренировки, потому что скоро начнется сезон. Вернее, он уже начался, и нужно подготовиться. И что это? Это кизомба, да. Такая. Я обожаю дэнсить. И если ты рисуешь, и если ты танцуешь, то полнота мира у тебя в голове находится. Ну, посмотрите, это же прекрасно, блин, прекрасно. Я. А вот в 2015 году этот день, это был довольно пасмурный день, но зато он тоже проходил интересно. Вот смотрите, это моя лесотехническая академия любимая, где я сейчас преподаю, а раньше я учился. И это workflow с рабочего процесса. Немножко вина и какой-то проект. И вот так вот все происходит. Это весело и необычно. Вот весна расцветает. Тут проектировали в академии что-то, как-то, что-то делал модель, наверное, для какого-то проекта. Ну, вот не помню уже. Ну, нет, помню. Говорить не могу. Да. И, судя по всему, сразу же после академии ломанулся Density. Потому что Google фото неопровержимо мне говорит, что дальше были танцы. И это, по-моему, Крестовский остров, и, по-моему, там тоже проходили open air по бачате, как я помню, и open air, и конкурсы. Ну, в общем, выразительно все.
Давно дело было. Мяу. В общем, такой день архитектора-пейзажиста 12 мая с разных лет. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ну а чтобы рисовать как я, ссылка в описании к видео. Мои вот эти вот уроки на Бусти по подписке. Подписывайтесь, экономьте время жизни, потратьте это время на что-нибудь более полезное, чем биться головой об стенку в поисках метода скетчей. Всем чао-чао, всем пока, хорошего дня.